Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной. За поддержку канала, за ваши комментарии. Иногда грустные, иногда смешные, поучительные очень часто. Спасибо вам за то, что делитесь своим жизненным опытом. Спасибо также за лайки, за подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Мужчина на грани нервного срыва. Сегодня посмотрим, что, собственно, у этого мужчины такое в жизни там происходит, почему у него такое состояние. Для начала я попрошу вас, подумайте о нем, да, об этом мужчине. Мужчине, от которого вы хотели бы посмотреть этот расклад. Подумайте, вспомните глазки, улыбку, назовите его имя. Кому-то нужно вспомнить его имя, да. Если сейчас резонирует сигнификация, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, мужчина. Какой он? Думаем о нем. Какой этот мужчина? Сразу мне показывает. Сердце у меня разбито. А что ж тут у нас такое? Ой, бог ты мой. Какие карты. Мужчина за спиной держит кинжал. Эта карта сама по себе говорит подлости, предательстве, знаете, о каких-то таких поступках. Ну, мужчина же за спиной кинжал, да? Поэтому, скорее всего, на мужчину это характеристика. Тем более мы сигнификацию мужскую делаем. Это история о каких-то выгодах, история о каких-то недоговоренностях. И причем рядом карта не просто одной женщины, а тут вот 4 у меня изображено женщины. Но я не буду говорить, что ваш тут мужчина уж супер-супер такой полигамный. Дон Жуан. Нет, тут в принципе может быть история о том, что в принципе мужчина привык так себя вести как-то, ну, мягко говоря, что-то не договаривая в отношениях, где-то умалчивая, где-то, может быть, опять-таки какие-то любовные истории могут две параллельно идти, да, с одной женщиной не до конца завершена история любовная, он уже может там, мягко говоря, флиртовать или что-то такое. Это вполне возможно в прошлом такое было. Вот. Но почему-то мне показано, сердце разбито. Почему? Потому что отчасти сам виноват. Вот тут как-то себя так вел. Может быть так с детства хотел сказать. Ну, правда, может быть, где-то подсмотрел эту модель поведения, да. Может быть, где-то она у него там в юношестве сработала, он от этого получил какие-то бонусы, и для него так привычно было. Вот тут как-то так. Похоже, мужчина мог обидеть и не одну женщину, скажем так, своим поведением. Сейчас, какой мужчина? Угу. А вот так интересно подряд. Тут даже я ничего не буду своего договаривать и докладывать. Смотрите, показано вот такой какой-то алгоритм у него был поведения с женщинами. Я же говорю, где-то какие-то вот двойные стандарты, где-то какая-то выгода, может быть даже вторичная какая-то выгода у него была в том, что он так себя вел. Тут ни одна женщина, повторюсь, еще на него как будто бы обижена. А теперь дальше карта ложится на него, закрывается. Закрывается кто? А закрывается от него теперь женщина какая-то. Очень часто на вас, кстати, эта сигнификация. Посмотрите, в вашу сигнификацию эта карта выходит. Муза яркая, харизматичная, вдохновляющая женщина, яркая, как жар-птица, да, где-то. Ну, тут энергетически наполненная, талантливая. Тут не обязательно идеальные черты лица, но женщина может себя так преподнести, сфокусировать на себе внимание, удерживать это внимание, харизма, энергетика. Так вот, он говорит, а теперь как будто бы то ли эта женщина дорогу к себе закрыла, то ли в принципе у него сейчас буду докладывать, может быть, как тут он показывает, говорит, из-за этой женщины, из-за этой дамочки у меня теперь как полоса черная в жизни. Так и читается. Темная полоса в жизни. Ну, вот все как будто бы не так теперь, с ног на голову. Может быть, женщина закрывается, может быть, как энергетику ему, знаете, свою перекрыла, она не подпитывает его своей энергией уже, да? И у человека, соответственно, теперь как будто бы, как может быть, это упадок сил, может быть, как будто бы дела, которые раньше сами по себе ему казалось, как будто все крутилось, вертелось, там получалось, а сейчас трудности. Сейчас уточню, о чем это. О чем это? Так, тут он закрывается.
Опять показывает. У меня разбито сердце. Я закрываюсь. Отчасти и он закрывается. А может быть, даже от каких-то уже любовных историй, от, может, даже флирта какого-то. Потому что говорит, разбитое сердце. Еще раз он мне показывает. Хорошо. Это мы поняли. Так, что за темная полоса у тебя в жизни? Он говорит, меня как будто бы вы учат то ли высшие силы, то ли, уж не знаю, то ли эта женщина как-то пришла в мою жизнь. Тут, ему кажется, отчасти где-то что-то разрушила, нарушила. Тут какая-то история, смотрите, карта огонь. Это где-то страсть, страсть, да, страсть. Тут третьи лица, трио. Тут, может быть, у мужчины, еще раз повторю, наличие двух женщин. У кого-то, кстати, из женщин тоже может быть двое мужчин. То есть постоянный какой-то, допустим, муж, супруг, да, и еще мужчина какой-то. У кого-то такая история тоже может проиграться. Но тут, в принципе, наличие третьих лиц. Но мы же на мужчину смотрим, да, поэтому тут показано. Карта огонь, это страсть, ревность, это где-то желание, может, обладать какой-то женщиной. Но тут как будто бы эгоизм его подсвечивают. Где-то как будто бы его учат по высшему я, этого мужчине. Как будто бы сделай выбор, не морочь голову, да, ни себе, ни людям. И по высшему я тут мужчина, слишком на себе, какой-то самовлюбленный, какой-то зацикленный на себе был. И по святой воде, как будто бы вот эти программки сейчас ему, как чисто святой водой, как смывают, да, обнуление идет какое-то, где-то как правда его лечение какое-то, можно сказать, может быть, подсвечивают ему, иначе бы он бы не понял бы. У меня такое вообще ощущение, что эта женщина пришла в его жизнь где-то для того, чтобы сломать вот это его видение даже взаимоотношений между мужчиной и женщиной, его отношения. В принципе, вот как-то он выстроил свою жизнь, вот такие взаимоотношения с женщинами, считал как должное, нормально. Я же повторюсь. При этом, мне кажется, очень многих женщин обидел. А сейчас вот как-то так ему подсветила вся эта ситуация. Он, может быть, на себя по-другому посмотрел. По крайней мере, вот эта темная полоса в его жизни, она заставляет сейчас на себя посмотреть по-другому, но можно свои проявления. Так, давайте смотрим. Мужчина. Мужчина яркий, там карта эгоиста, знаете, повторюсь, самовлюбленный. Может быть, вот это то же самое, ему корону эту, в свою очередь, начищали женщины, влюбленные в него. Он подпитывался этой энергией. Где-то мужчина привык уже как должно воспринимать это восхищение женское. Так, какой еще мужчина? Опять вашу карту показываю. Какой он еще? По карте принц, девочки, тут первая ваша карта пришла, все равно как будто бы большая история все-таки с вами связана. Карта принц, вполне возможно, и вы его таким видели, кстати. Многих, кстати, не свободен по этой карте, может быть материальный уровень выше среднего, или он 100% стремится показать свое материальное положение, что он может себе позволить что-то больше, чем другие иные. Такой акцент по этой карте также. Внимание со стороны женщин тут 100%. Может быть, социальное положение, вот какой-то статус, да, опять-таки, желание где-то, может быть, принадлежать. Вот я не простой смертный, я вот могу себе тут в материальном плане, и в принципе, может быть, там знакомства какие-то, может быть, да, в принципе, какой-то вот уровень жизни я могу себе позволить. Вот тут что-то такое, вот, принц. Голубых кровёв, да, хотелось сказать. Совсем не факт, но человеку очень важно это подчеркнуть, вот, даже самому себе это, вот я себе это могу позволить. Итак, мужчина на грани нервного срыва. Давайте посмотрим на этого мужчину. Что за мужчина у нас? И, собственно, что в его жизни происходит. Почему он на грани этого нервного срыва? Что у него на грани? Почему он тут на грани? Что в его жизни происходит?
почему он на грани нервного срыва. Подпишись на канал и поставь лайк. Покажи, пожалуйста. Мужчина на грани нервного срыва. Что с ним происходит? Почему у него такое состояние? Начинаем. Угу. Такие карты сразу интересные. Компас, карта звезда и дальше карта страсть. Это для того, чтобы я точно уже наверняка могла протрактовать эту карту. Потому что карта звезда, знаете, можно, с одной стороны, расстояние, охлаждение между какой-то женщиной и им, да, как будто бы он по компасу старается, может быть, нащупать правильные пути, дорожки к этой женщине, может быть, информацию собирает о ней, может быть, в принципе, как переосмысление того, что в его жизни там происходило, и в зависимости от этого планирует, как себя дальше вести с этой женщиной. Но тут 100% как будто охлаждение. Но можно это же было бы прочитать тоже, там, звезда, это как будто бы его мечта, может быть, там, мечта, уже не знаю, накопить там миллиарды какие-то, да, и там в кругосветное путешествие отправиться на долгие годы. Нет, тут именно страсть, тут какая-то женщина, которая его в первую очередь именно как женщина манит. Сексуально в том числе, притяжение есть, страсть, темперамент. Тут как будто бы он с этой женщиной рядом с ней чувствовал себя вот таким живым мужчиной, ярким, харизматичным, наполненность какая-то. Вот эта женщина ему давала. Сейчас, может быть, даже и в физическом плане рядом, но ментальное охлаждение. Сейчас как будто бы женщина, может быть, больше на себе сфокусирована по карте звезда. Но как-то он видит ее, он ее видит прекрасной, да, но при этом какой-то холодной, отстраненной, далекой. Что в его жизни происходит. Так, на грани нервного срыва. Почему? Угу. Опять у меня вышла черная кошка с другой колоды. Это карта, говорящая о том, что это какой-то период тяжелый в его жизни. Он продолжается. Он говорит, да когда же это все закончится? Так. Угу. Тут все четко, ясно и понятно. Сейчас я вам расскажу. Так, вот я уже сразу сказала, хотелось бы человеку нащупать вот этот путь, как проложить, как в принципе себя вести дальше с этой женщиной. Так, почему в жизни? Как будто бы, говорит, раньше в моей жизни все происходило об карта механизм, как будто бы само по себе же говорю. Тут колесики крутятся, вот тут все, какие-то механизмы, они работают безотказно. А тут сейчас по карте неравенства, как будто бы он столкнулся с какой-то, проблемой, не проблемой, но вот ситуация какой-то, которая он не чувствует себя, знаете, настолько сильным, настолько, может быть, где-то даже не то, что там опытным, с опытом там все в порядке, но он такой какой-то своеобразный, этот опыт. Тут как будто бы мужчина не чувствует даже, может быть, моральных каких-то, я даже не могу вам это объяснить. Он как будто бы тут превосходство женщины. Вот, в чем? Тут какие-то моральные качества. Тут установочки какие-то. Тут как будто бы он понимает, что где-то он, может быть, не совсем прав. Или не совсем он как-то себя так вел. Как будто бы человек понимает, что даже сейчас вправе ли он, вот по карте Клевер, не то, что там просить или надеяться на какой-то шанс еще. Как будто бы, не очень-то логично, да, скажем так. Как будто бы вот мозгами он понимает, что, как будто не особо-то есть смысл даже надеяться на этот какой-то шанс. А хотелось бы. Потому как по карте дьявол сексуальное влечение сохраняется. Человек показывает, я ухожу с утра до вечера в эту работу, пытаюсь этого дьявола загасить. Это где-то влечение, тяга, это даже неконтролируемое, то, над чем он не имеет власти. Повторюсь,
мозгами человек там, может быть, думает, ничего страшного, я переболею, ради бога, что на ней свет клином сошелся, со всеми не сошелся, и не такая уже она и особенная, хотя тут же идет идеализация по звезде девочки, то есть наделение, наделяет человек даже вас какими-то качествами, может быть, вы ими не обладаете даже в полной мере. Он может это приписывать. Тут как будто бы, с одной стороны, говорит, не такая уж она классная, а потом вспоминает, там что-то сравнивает мимоходом и думает, блин, она такая классная. Тут что-то такое. Вот какое-то неравенство. Ну, тут, в принципе, может человек, знаете, тоже анализировать и задним числом там раскладывать по полочкам и сам себе говорить, вот мы не подходим друг к другу. Вот, в том мы разные, в том у кого-то менталитет элементарно, у кого-то там материальное положение, у кого-то ну что хочешь, девочки, даже внешность может быть, я не знаю, у кого-то тут, может быть, он себя оценивает, он там супер красавчик, а вы проигрываете во внешности, хотя тут нет, по звезде вряд ли он так думает, по звезде это, наоборот, привлекательная очень женщина. И просто как пример вам привела неравенство, в чем это, чего касается. И тут я же говорю, как будто бы у человека, вот как с одной стороны, вот, да, нет, мы в чем-то не похожи друг на друга, у нас только разные неравенства. Это с другой стороны карта клевер, шанс хочу. Почему? Потому что дьявол не дает ему успокоиться. Тут дальше, я же повторяюсь, тут карта, видите, 8 пентаклей. С утра до вечера человек занимается своим каким-то монотонным трудом. Отчасти где-то желание от этого дьявола усмирить, желание забыться. Может заработать очень много денег и расслабиться. Но не получается. Тут рядом с 8 этих пентаклей идет 10 жезлов. Человек тащит вот эту какую-то охапку этих дров, это какие-то обязанности, ответственность, это человек, правда, много работает, и в то же время на нем груз этой ответственности. Ну, он тащит пока, по-иному он не видит. Тут приходит, почему еще у человека такие какие-то эмоции, может быть, мысли. Тут у человека озарение, тут ясность пришла, как третий глаз у человека открылся, да. Какая-то ситуация, сейчас объясню какая, ему как подсветилась, для него, правда, как дошло, что женщина долгое время, может быть, старалась быть для него выгодной, удобной, в принципе, подстраивалась под него, где-то шла ему навстречу, где-то, может быть, сама старалась, где-то даже впереди паровоза бежала, да. Тут карта хрустальная туфелька, тут протягивает принц, а-ля принц, да, эту хрустальную туфельку, женщина протягивает свою ножку, туфелька 36 размера, ножка у девочки 39. И женщина для того, чтобы мужчина больше не устраивал этих кастинги, для того, чтобы остановил выбор на ней, для того, чтобы, все, выбрал ее как единственную, она вот ломает эту свою ножку, запихивает в эту туфельку, то есть, собственно, отказывается от своих каких-то желаний, от самой себя, ломает саму себя, но по факту пытается влезть в эту туфельку, да. И что она приобретает? Сломанную ногу, какую-то хрустальную туфельку, в которой невозможно ходить, вообще говорю, китайский пластик какой-то. То есть женщина сама себя сломала, сделала удобной, пыталась угодить этому мужчине. По факту только проиграла. Боль принесла себе. Разрушила себя. Но вот тут какая-то ясность у этого человека, что для женщины это слишком тяжелая эта любовная история, она слишком тяжело ей далась, да, скажем так. Она очень многим пожертвовала и в моменте, и в принципе, вот, как будто бы соглашалась на какие-то сценарии, которые приносили ей боль, но она как будто бы закрывала то ли глаза на что-то, то ли, знаете, тут больше не то, что закрывала глаза, я думаю, женщина все прекрасно видела, просто надежда, что да, вот я тут уступлю, там промолчу, и человек это оценит, или в принципе боялись, что вы даже скажете нет, где-то он развернется и уйдет. Вот тут вот какой-то такой, и до него это сейчас как будто бы доходит, вот вы ценили его, вы держались за него, боялись его потерять или боялись ему боль причинить. Так вот, а сейчас вот в чем эта ясность заключается? В том, что из-за такой жертвенной какой-то позиции женщины, где которая удобна, по страшному суду все, уже дошла ситуация до точки, и вот женщина, видите, тут изображена, это перерождение по страшному суду, и как будто бы женщина
перерождение, да, из нее как голуби вылетают, это как новый цикл, новое я, рождение ее новой. То есть показана женщина, свои уроки прошла, она осознала вот это все. Там, где жертвила, где позволяла слишком многое, где опять-таки старалась заслужить эту любовь. Все это она осознала. И он понимает тоже это. И тут женщина переходит на новый уровень. Женщина, может быть, отпускает всю эту ситуацию. И он говорит, вот как она отпустила эту ситуацию, где-то, может быть, ушла в свободное плавание, где-то выбрала себя, опять-таки, по черной кошке тут у него, соответственно, начинается какой-то тяжелый период. Ну, с этим связано, или в совокупности еще с чем-то, так как мы видели, он там в отношении многих женщин как-то мог себя вести, знаете, не очень экологично, да, скажем так, токсиком был, манипулятором там 100%, да, мог так как-то голову заморочить и ни одной. И тут он, повторяюсь, тут идет черная кошка, это темная полоса в жизни, он говорит, остуда. Она от меня отвернулась, она где-то не считает, может быть, нужным уже даже пытаться выстроить отношения или пытаться до меня достучаться, тут как-то так. Мне такое ощущение, как будто бы он с оглядкой на вот это вот все, да, смотрит и говорит, а как раньше было, почему нет, сейчас такого нет. Тут даже каких-то и малейших проявлений нет с вашей стороны, вот тут такое вот. Ну и пришло осознание того, что в этой женщине заключена огромная сила. Вот тут как этот флакончик с цветком, да, олицетворение где-то вас. Это лекарство от всех бед. Женщина, которая может вылечить его, где-то восстановить, где-то наполнить, опять такие эти силы дать, придать. Опять, может быть, ну как универсальная, да. Всем хороша. Может быть тем, что хороша всем, но не ценила себя, вот поэтому в свое время и он не оценил, да, а тут такое какое-то идет осознание того, что да, не то, что там я шансы какие-то упустил, но тут как прозрение того, что а чем она была мне не хороша, да, лекарство от всех бед, в ней есть все, и уж точно вот эта вот сейчас энергия, которая в вас заключена, как будто бы сейчас вот даже вот это вот то, что флакончик закрыт, это тоже говорит о том, что вы не готовы сейчас эту где-то божественную энергию тратить на кого бы то ни было. И уж точно на людей, которые вас тоже не поддерживают, не оценят по достоинству. Вот тут как-то так мне сегодня показали, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!